Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам скрипт, который позволяет раскладывать выбранные семейства по направляющим. Мы знаем, что Revit позволяет тиражировать элементы. То есть есть такая возможность. Мы можем выбирать элемент, и в свойствах Revit, я не буду подробно это описывать, вот есть кнопочка, которая позволяет делать массивы, так называемые. То есть элементы в пространстве можно тиражировать. Но это тиражирование возможно только по прямым линиям. То есть мы можем его по прямой по какой-то, но иногда, и даже бывает очень часто, возникает необходимость раскладывать элементы по кривым. Не только по прямым, но и по кривым. Причем по кривым разного характера. Они не обязательно должны быть в горизонтальной плоскости. Они могут быть еще и по высоте изменены, то есть в пространстве иметь перепад высоты, и вот как на этом, например, примере. Либо они могут быть вообще какие-то волнистые, сложные, ну и в общем-то другие разные формы кривых, по которым раскладывать элементы Revit самостоятельно не способен. Ну и как бы для того, чтобы эта возможность появилась, я решил написать скрипт на Dynamo. Dynamo — это приложение к Revit, которое, пользуясь которым, можно писать довольно интересные, нужные и полезные программы. Вот он такой вот огромный у меня получился. Вот такой вот, значит, из разных участков состоит, каждый отвечает за свою логическую операцию. Но самое главное не то, что он такой тяжелый и большой, а то, что он позволяет автоматизировать и упрощать процесс. Да, было единожды затрачено очень много знаний, времени прежде всего, и специализированных знаний, конечно. Нужно много чего в чем разобраться для того, чтобы этот скрипт заработал, в том числе и понимание геометрии, сложной геометрии, не плоской, а объемной, векторная алгебра. Много чего такого нужно понимать и знать из наших образований, так можно сказать. Ну а кроме того, еще есть специализированные знания программы, Revit, и нужно, кроме того, еще понимать, как работает Python, язык программирования, и как работать с базой API, Revit API. Ну, это как бы общая такая информация. Я в данном ролике хочу просто показать вот 4 примера разных, каждый из которых имеет свою особенность, свойства. И вот на этих 4 примерах, вот я их пронумеровал, 1, 2, 3, 4, вы видите, я покажу, как работает этот скрипт. Ну, итак, по порядку. Вот наш первый пример. Есть какие-то линии, какой-то рисунок на плоскости, и у меня есть необходимость раскладывать по этому рисунку какие-то вот элементы в виде кирпичиков. Как мы это делаем? Ну, теперь мы переходим к скрипту. У него здесь вот у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 управляющих нодов. Ну, я буду последовательно показывать, как они работают. Первый нод у меня выделяет элемент. Второй, точнее один из этих двух выбирает, что это будет, по какой направляющей мы будем этот элемент раскладывать. По линии, вот в данном случае выбираю вот линию, либо по грани, если у меня возникнет необходимость раскладывать элементы по грани. Пока у меня такой необходимости нет, я выбираю грань, выбираю шаг, у меня торец скрипча 120, я шаг делаю 130, количество элементов. Вот сколько элементов нужно, чтобы вписать вот в эту кривую, чтобы четко попасть от начала до конца. Я считать это не буду. Я не буду считать длину линии, делить ее на количество элементов, умноженных на шаг. Я это сделаю вот программой. Я возьму, просто поставлю 60 элементов с запасом. Каким-то запасом, там, может быть, их там
65, например. То есть я-то уже как бы понимаю, что их там 55, но вот я пробую этой программой прикинуть, сколько и что будет происходить. Дальше, что такое с поворотом? То есть, если я поставлю с поворотом «да», то мой элемент кирпичный будет следить за поворотом линии и поворачиваться вслед за ней. Вот для этого должна стоять галочка «да». Ну, если нет, то тогда мы можем задать угол относительно севера, под каким углом будут все элементы параллельно друг другу раскладываться по этой линии. Ну, вот такой скрипт. Запускаем. Вот мы видим, что элементов больше, чем ну, в общем, я так это опишу. Если вы обратите внимание, вот 130 миллиметров здесь нет между элементами. Как я это вижу, здесь нет шва между ними, нет запаса в 10 миллиметров. Скрипт написан так, что он в автоматическом режиме. Если вдруг вот это количество элементов начинает быть большим и должно было бы выйти за эту линию, скрипт в автоматическом режиме начинает их ужимать. Вот, то есть он их раскладывает, доходит до конца линии, и все следующие увеличения элементов он их ужимает, уплотняет. Вот, чтобы... Ну, я вот сейчас уже вижу, что их много. И вот я Ctrl-Z нажал и методом подбора подбираю, что вот я вижу, здесь мне не хватает еще одного элементика, но вижу при этом, что у меня уже шов появился. Вот я таким методом подбора подбираю, что мне нужно 55 кирпичей. Это удобнее, чем делать общую длину и количество элементов вписывать в эту длину, потому что параметр шаг важнее. И вот таким способом удобнее тиражировать элементы. Это уже как бы я по своему опыту делюсь таким знанием, как бы, по своему личному опыту, потому что размер важнее, чем количество элементов. В архитектуре как бы часто размеры важнее. Вот, я почему сейчас нажал Ctrl-Z, вы видели, что у меня все получилось, но я хочу показать, что скрипт позволяет раскладывать элементы в разных направлениях. То есть он сам понимает, в какую сторону нужно элемент ложить. Он проверяет вот эту линию, с какой стороны она длиннее. И именно в длинную сторону раскладывает вот эти элементы вот с этим шагом. Линия та же, элемент другой. Я нажимаю «Запустить». Вот, видите? То же самое получилось. Вот, ну и как бы я закончу сразу этот пример. Я просто дораскладываю нужные мне кирпичики. Я выделю этот, разложу. Да, я выделил, но от меня Ctrl-Z нажимаю. Я же не выбрал направляющую линию. Вот, раскладываю. Дальше. Этот элемент по этой линии. Кстати говоря, вот я оставил их 54, а их должно быть 55. Вот вы как бы сразу видите, как можно его использовать. В реальном режиме, если происходит какая-то вот ошибка, недочет, это все исправляется в режиме онлайн. Не нужно ничего никуда перезагружать, перезапускать, смотреть куда-то, считать что-то. Я просто выделяю элементы, выделяю направляющие и нажимаю Run, то есть запуск скрипта. Все, вот такая вот
задача, как бы, которую я себе поставил уже 3 недели назад, и вот до сих пор я над ней бьюсь, никак не добьюсь, не могу записать просто ролик, потому что каждый раз появляется какая-то ошибка, какой-то недочет логический. То у меня эти элементы вращаются по часовой стрелке, то они вращаются против часовой. Ну, в общем, много чего такого. Вот мы видим, как у меня получилось то, что я хотел. Дальше. Ну, вот как бы первый пример, такой хороший рисунок по перекрытию. Дальше идем. Смотрим, значит, я подготовил такой второй пример. У меня в нем есть вот такая крыша с таким уклоном 0,15. Вот. Те, кто проектирует в Revit, знают, что можно делать кровлю с уклоном. Бывает так, что вот я сделал дорожку уклоном. Бывает так, что нужно сделать какие-то элементы рельефа с уклоном. И простым перекрытием это трудно этого добиться. В таких случаях я использую кровлю с материалом в каким-то виде, в том же виде, что и перекрытие. То есть вот у меня получилась кровля и дорожка. Соответственно, она имеет уклон, и ее граньки тоже имеют уклон в пространстве, то есть по высоте. Так вот, мой скрипт, он позволяет отслеживать изменения высоты. Смотрим, как он работает. Я выделяю, как вы видите, вот в этой группе не линию, а грань. И подключаю ее, чтобы по грани раскладывался наш элемент. Выбираю элемент. Задаю шаг. Пускай это будет 1,5 метра. И количество. Пускай это будет 15 штук. Можно, например, сделать без поворота, чтобы они все были под каким-то одинаковым углом. Запускаем. Вот мы видим, что все елочки имеют одинаковый поворот, один по отношению к другому. Но самое главное это то, что они еще и по высоте изменяют направление. Ну, возможно, здесь не очень видно. Для наглядности я могу просто вот немножко обмануть геометрию, поставить не 0,15 уклон, как у меня есть, а какой-нибудь 30 градусов. Так, 30 градусов, конечно, хорошо. Но она у меня поднялась вверх. И это плохо. Мы будем продолжать хитрить. Вот. Без этого, к сожалению, во многих программных продуктах просто невозможно ничего добиться. Нужно обязательно какие-то уловочки, какие-то вещи находить, потому что практически все программные продукты со своими недочетами. Так, я подниму не на 500, конечно, а на метра 4, пускай это будет. Я это делаю сейчас, я это не прорабатывал раньше, вот просто для того, чтобы показать вам. Все, я больше не буду дальше это двигать, я просто покажу, как он работает. Вот, по высоте. Так. Вот. Очередной глюк. Я вижу, что что-то было не в порядке.
Но я вижу, что это нужно было просто перезапустить мне. Вот такое тоже может быть. Я даже не буду вырезать этот участок, чтобы вы понимали, что с любой программой могут быть проблемы. Вот. Но тем не менее скрипт работает. Я уже, понимаете, немножко вот передернуло меня, что я еще пару дней буду заниматься поиском, отладкой вот этой вот проблемы. Но на самом деле все в порядке. Вот мы видим, что елки в пространстве в трехмерном тоже поднялись вверх вслед за нашей дорожкой. Так, вот пример такой. Сейчас мы его вернем все обратно, как было, потому что мне нужно сохранить в том виде, в котором оно было. Я отключу тень, чтобы оно не так тормозило. И отменю все. Так, все. Ну и, конечно же, я все-таки елочки эти разложу. Еще раз мы это сделаем. Мне они нужны. Единственное, что я их количество добавлю, видите, их не хватает. Я их просто добавлю количество, их там до 20 штук, например. Мне точный размер в данном случае не нужен, пускай она просто равномерно заполняется вся длина линии. Так, вот такой второй пример. И идем дальше. Вот, он немножко у нас, второй пример получился со своим таким костылем, я не знаю, как это правильно назвать, в общем, споткнулись мы немножко все-таки. Гладко, идеально все не получилось. И в этом ролике тоже, но ничего страшного. Мы идем дальше. Выделяем элемент. Значит, я вот в этом месте, вот здесь нарисовал, вот если вот видите линию, вот здесь. И буду сейчас тиражировать нашего вот этого человечка по линии, вдоль лестницы. Третий пример я, собственно говоря, сделал как раз для наглядности. То, что я уже, в принципе, показал на втором примере. Но я дублирую это на третьем примере. То, что элементы могут тиражироваться по высоте. Значит, почему по линии, а не по грани? Потому что если выбрать грань, то у лестницы вот имеется она такая вот, как бы она лестница состоит из нескольких маленьких ступенечек одиночных. И мне это не подходит. Мне нужна одна цельная линия. Итак, я выделяю линию. Выделяю тиражируемый элемент. Шаг пускай может быть там 1200. Количество 4. С поворотом да, они хоть и не будут поворачиваться, я вот запускаю. Так, посмотрим. Они вот, как видите, нет, все-таки метр было лучше. Но вы видите, они хоть и не поворачиваются, но вот этот нот с поворотом да, означает, что с поворотом относительно линии. То есть относительно, если линия не поворачивается, то и элемент не поворачивается. Но он все равно имеет автоматический поворот, угол равный повороту вот этого первоначально созданного человечка. Так, вот, создали мы, значит. Как видите, по третьему примеру скрипт нам вот создал копии и разложил их по высоте, не только как было во втором примере, вот, как было в первом примере, не только по горизонтали, но еще и по высоте. И переходим к четвертому примеру. Здесь у нас кривая волнистая, то есть она имеет вот такую форму.
И иногда может возникнуть необходимость разложить элементы и по такой кривой. Мы выделяем элемент, выделяем направляющую, задаем количество, пускай будет 100 штук, 150, с шагом 130 и поворот вдоль линии. Да. Так, вот они разложились. Единственное, что тут не хватило немножко у нас кирпичиков. Порядка, может быть, 10 штук. Я отменил. 60. Вот мы видим геометрию в Динамо. Как он Динамо отстраивает координационные точки и выдает их потом в Revit. Так, ну вот, в общем-то, вот она такая конструкция. Вот у меня получилась волнистая линия. Кирпичики, как вы видите, раскладываются строго по линии, поворачиваясь вслед за ней. Вот, в общем-то, то, чего я хотел достичь, я достиг. Вот, в общем-то, и все. Вот они 4 примера. Вот такой вот скрипт, с помощью которого можно делать вот такие интересные вещи. Вот, очень удобный. Так что буду пользоваться им в своих работах. Спасибо за внимание. Всего доброго.